Впервые о войне Мордора и Гондора жители планеты Земля узнали в 1954 году из романа Толкиена «Властелин колец». Автор начал писать свою книгу в 1937 году, когда только закончилась Итало-Эфиопская война. Именно в Эфиопии находится город Гондор, постройки которого так похожи на дворцы и храмы, вымышленную писателем Средиземья. Наш корреспондент Дмитрий Чулов побывал в гостях у сказки. Местечко Тия находится примерно в часе езды к югу от Аддис-Абебы. Оно известно 36 необычными каменными стеллами, на которых вырезаны загадочные символы. Вместе они образуют таинственный древний комплекс. Эти вертикально вкопанные в землю камни европейские ученые обнаружили в Центральной Эфиопии в начале 20 века. На них нет никаких надписей, а изображены лишь один или несколько мечей и таинственные знаки, значения которых пытаются разгадать до сих пор. Тия – самая крупная и хорошо сохранившаяся до наших дней часть комплекса, состоящего почти из 160 захоронений в эфиопском районе Соддо. Эти камни, точный возраст которых неизвестен, памятники высоко развитой и уникальной культуры. Сен Найшеде посвятил исследованию стел Тия многие годы жизни. Хранитель древних реликвий с энтузиазмом рассказывает о них редким в этих местах иностранцам. Археологи обнаружили в захоронениях под ними скелеты людей в сидячем положении, с браслетами, серьгами, украшениями из обсидиана и базальта, керамику. Найденные артефакты они передали в Национальный музей в Аддис-Абебе. Не все стеллы сохранились до наших дней в идеальном состоянии. Ветер, солнце и вода ведут свою разрушительную работу медленно, но верно. Некоторые из стел со временем упали и раскололись на части, но широкие мечи, изображенные на них, неизменно притягивают взгляд каждого, кто появляется здесь впервые. Возможно, их число от 1 до 13 обозначало статус похороненного под стеллой воина или количество выигранных им битв. Количество мечей – это, скорее всего, знак доблести воина. Полуокружности обозначали женскую или мужскую грудь, а символ, напоминающий цветок бананового дерева – это, вероятно, деталь традиционной прически в наших местах. По мнению ученых, над стеллами трудился не один мастер. Авторские работы говорят о самобытной жизни и культуре некогда существовавшего на этих землях государства, в котором воины достигали вершин социальной лестницы и предавались погребению с положенными им почестями и признанием славных деяний. Кем были все эти люди, какие подвиги они совершили и что же на самом деле значат таинственные знаки? Все это еще предстоит выяснить ученым. Очевидно одно – стеллы Тия – это уникальные свидетельства существования на африканских землях могучего древнего государства, о котором в наши дни почти ничего не известно. Сам Толкиен опровергал, что название королевства Гондор в его Средиземье произошло от эфиопского Гондора. Он утверждал, что об этом городе узнал через много лет после выхода «Властелина колец» из письма туриста, который побывал в Эфиопии. Профессор, однако, не отрицал возможности архетипической связи этих названий. Он считал, что слово «Гондор» могло у него непроизвольно всплыть из глубин памяти. Гондор окружают типичные эфиопские пейзажи, уходящие за горизонт горные массивы и многочисленные деревушки с колоритными соломенными крышами домов. Возможно, поэтому Гондор и называют прекрасной крышей Африки. Вплоть до начала 17 века у императоров Эфиопии не было постоянной резиденции. Со всем своим двором и прислугой они кочевали, останавливаясь там, где вздумается. И только в 1635-м император Фасилидис решил на этом самом месте построить крепость и основать город Гондор, которому больше чем на 200 лет суждено было стать столицей Эфиопии. По легенде, Фасилидиса привел к этому месту буйвол, а встретившийся старик-монах посоветовал построить крепость и 7 церквей вокруг. Властитель последовал совету.
Ведь вокруг было в достатке воды, не было условий для малярии, а главное, тут, высоко в горах, круглый год было не слишком жарко. Алем Шакхет, или дворец короля королей, отличался аскетизмом и простотой. Для Эфиопии это были не самые благодатные времена. Несколькими годами ранее предшественник Фасилидиса на троне, его отец, по совету европейских миссионеров принял католицизм и вознамерился заставить подданных сменить религию. Добиваясь своей цели, он уничтожил 30 тысяч эфиопов, так и не отказавшихся от веры дедов и отцов. Его сын Фасилидис, решительный противник политики отца, по мнению историков, был правителем жестким, но эффективным. Он изгнал из страны алчных иноземцев и казнил миссионеров. После чего, чтобы сохранить веру и целостность государства, повелел закрыть государственные границы. Страной Фасилидис управлял из этого дворца. Вокруг него появились канцелярия, зал приемов, архив, библиотека, конюшни, построенные с элементами разных архитектурных стилей – нубийского, арабского и даже барокко. Со временем императорская резиденция в Гондоре расширилась до огромных размеров, ведь каждый из наследников династии, и Йоханнес I, и Иясу Великий, считали своим долгом построить свой собственный замок. К несчастью, до наших дней здесь сохранилось не все. В ноябре 41-го британские войска частично разбомбили строение этого уникального комплекса. Во время Второй мировой войны англичане бомбили эфиопские дворцы, стремясь уничтожить засевших в них итальянских фашистов. Их бомбы разрушили уникальные арки, зал приемов Фасилидиса, крыши архива и дворца Иясу Великого. Но даже после этого дворцы Гондора остались удивительными памятниками былого величия эфиопского царства. Эти стены – свидетели истории очаровательных эфиопских принцесс и мудрых правителей, один из которых, Иясу Великий, внук Фасилидиса, построил неподалеку одну из самых прекрасных церквей Эфиопии. Дебре-Бихран-Селаси, или храм Святой Троицы и Горы Света, удивительный образец эфиопской архитектуры. Его ворота напоминают голову льва, а 12 башен окружающей стены символизируют 12 апостолов. Каменная церковь Дебре-Бихран-Селаси – одна из самых красивых в Эфиопии. По легенде, в конце 19 века, когда Гондор захватили дервиши из Судана, спасти ее от разрушения удалось лишь чудом, натравив на мусульман полчища пчел. Фанатичные захватчики огнем и мечом уничтожали все на своем пути, стирая с лица земли деревни и целые города. В Гондоре враги разрушили больше 40 храмов, и, по легенде, лишь полчища разъяренных пчел и заступничество архангела Михаила, появившегося с пламенеющим мечом на пороге храма, спасли великолепный Дебре-Бихран-Селаси. Большая часть истории нашей страны сохранилась в виде легенд, ведь многие события в Эфиопии не записывали на бумаге, а пересказывали из уст в уста. Но свидетельство чудесного спасения храма пчелами вы действительно можете найти в старых церковных книгах. Построенный из камня, снаружи он напоминает горное шале. Внутри образы Святой Троицы, Георгия Победоносца, Девы Марии, сцены из Старого и Нового Завета искусно выполнены эфиопским иконописцем, монахом Аббой Хейле Мескалем. Его знаменитые, смотрящие из деревянного потолка чернокожие ангелы поражают каждого, кто оказывается здесь. Образы в нашей церкви выполнены в традиционном гондорском стиле и олицетворяют людей и историю города. Например, у ангелов на потолке типичные лица африканцев с черными волосами, темными лицами и яркими белками глаз, как у меня, например. Верность вере отцов, смешение архитектурных и художественных стилей, надежность каменной кладки дворцов и храмов, возводившихся на века – все это в Гондоре говорило о том, что Эфиопское царство с его новой роскошной столицей, основанной королем королей, должно было существовать вечно. Гондор уже давно не является столицей Эфиопии, но, несмотря на все беды и трудности, эфиопское государство существует по сей день. И памятники истории этой удивительной земли признаны важнейшей частью культурного наследия всего человечества. 777 триллионов долларов.
Такую астрономическую сумму может потребовать у бывших стран-колонизаторов Организация Африканского Единства. И это только за ущерб, нанесенный Черному континенту в результате многовековой работорговли. К 1902 году европейские державы контролировали 90% территории Африки. Эфиопы с гордостью говорят, что их страна никогда не была колонизирована. Хотя попытки предпринимались разными государствами на протяжении многих веков. Самая известная была сделана в конце XIX века, когда итальянский экспедиционный корпус высадился в районе современной Эритреи и двинулся вглубь страны. Итальянцы двинулись со стороны порта Массава. Они хотели оккупировать всю страну, однако эфиопы отчаянно сопротивлялись, пытаясь выгнать захватчиков. Это было тяжело, поскольку итальянцы имели самое современное оружие. Они продвинулись примерно на 230 километров вглубь страны к Микеле и Адуа. Зору Вальдегергес – эфиопский историк. Он говорит, что император Менелик II понимал, что его армия уступает захватчикам в вооружении, экипировке, тактике. Зато у эфиопов был необыкновенный патриотический подъем, ведь они защищали свою родную землю. В долине среди изумрудно-коричневых гор расположился небольшой городок Адуа. 1 марта 1896 года это имя облетело все газеты мира. Доморощенное эфиопское войско в битве при Адуа разгромило хорошо вооруженную итальянскую колониальную армию. Для Европы это был шок, для итальянцев страшный позор, а для эфиопов момент невиданного ни до, ни после триумфа. Битва началась в 11:30 утра. Большей частью это была рукопашная. С тех пор поле битвы называется Мендибдип, что переводится с эфиопского как «рука к руке». Итальянцы наступали с двух сторон. Правый фланг генерала Добармида наступал с севера, а левый фланг генерала Аримонди наступал между двумя этими горами. Примерно в этом месте их и атаковали отряды эфиопов. Они наступали очень плотным строем и несли большие потери, однако в конце концов они смели итальянские колонны. Главная рукопашная случилась на этом поле – Мендибдип. Итальянская армия была полностью разбита. Итальянцы действовали на незнакомой местности, а эфиопы прекрасно ориентировались в родных горах, заняв все стратегические высоты. К тому же у них был многократный численный перевес – 80 тысяч против 17 тысяч человек. В результате при Адуа была не одна битва, а несколько, продолжавшихся целый день, в которых итальянцы потеряли 2 генералов, 250 офицеров и около 10 тысяч солдат убитыми, а также 3000 пленных. Потери несравнимо хуже вооруженных эфиопов были сопоставимы – около 10 тысяч убитых. В середине 30-х годов 20 века итальянцы вернулись. Вот в этом особняке в центре Адуа находился офис комиссарио или губернатора провинции. Но, как всегда подчеркивали эфиопы, их страна не была колонизирована, а была оккупирована. Ведь дальше крупных городов власть итальянцев не распространялась. Уже в 1941 году Эфиопию освободили английские войска. Но фашистская оккупация принесла народу неисчислимые бедствия. Почти 300 тысяч эфиопов погибли в сражениях, еще столько же умерли от голода. Армия Муссолини без стеснения применяла химическое оружие – иприт и фосген. Но на этот раз масштабных военных действий в глубине страны захватчики старались не вести, несмотря на очевидное превосходство в боевой технике. И эфиопы, и итальянцы прекрасно помнили, чем кончилась кровопролитная битва на поле Мендибдип в горах при маленьком городке Адуа.